Стояла морозная ночь, одна из тех, от которых дрожат окна и ветер завывает в дверных проемах. В этом забытом уголке города старый форт миссис Оливейры месяцами стоял нетронутым на одном и том же месте. Машина, брошенная после неисправной поломки, стала почти что декорацией. Никто не обращал на нее внимания, пока не появился неожиданный посетитель. Внутри машины, спасаясь от сильного холода, пряталась худая, потрепанная собака. Его грязная, взъерошенная шерсть говорила о том, что он был брошен и выжил. Несмотря на свое состояние, животное сделало старый брод своей территорией и было готово защищать его всем, что у него было. Он стал свирепым, как живая стена, для любого, кто приближался к нему. И в ту ночь его лай разносился по округе, как крик о помощи. Каждый раз, когда кто-то проходил мимо, пес бросался на окна, оскалив зубы и рыча изо всех сил, как человек, у которого было мало сил, но который все равно хотел его защитить. Соседи, встревоженные непрекращающимся лаем, начали интересоваться, что происходит в машине. Это была просто бродячая собака или что-то еще? Часы шли, а лай не прекращался. С каждой минутой они казались все более отчаянными, все более настойчивыми. Ночная тишина усиливала звук, отчего стекла в окнах задрожали еще сильнее. Не в силах игнорировать шум, жители в конце концов вызвали полицию. Напряжение, повисшее в воздухе, стало очевидным, когда фары автомобиля осветили переулок, где миссис Машина Оливейры была припаркована. Это место, которое раньше оставалось незамеченным, теперь стало центром тайны, и все присутствующие чувствовали, что вот-вот откроется нечто гораздо большее. Красные и синие огни полицейской машины прорезали темноту, отражаясь от замерзших луж на тротуаре. Лай продолжался, но теперь с другой настойчивостью, как будто собака чувствовала, что вот-вот произойдет что-то важное. Полицейские Сильва и Коста осторожно вышли из машины. Они обменялись быстрыми взглядами, уже привыкшие к ночным вызовам, но что-то в этой ситуации показалось им необычным. «Коста, это просто бешеная собака», — пробормотал Сильва, когда они оба медленно направились к старому форду миссис Оливер. Коста огляделся по сторонам, разглядывая освещенные окна домов вокруг. Ему. Я надеюсь, что это так. Но это странно. Бродячая собака обычно не привлекает к себе столько внимания. Давайте посмотрим. По мере того, как он приближался, лай становился все громче. Собака, которую теперь можно было разглядеть сквозь грязное стекло, была настороже. Ее пристальный, почти отчаянный взгляд метался то на полицейских, то на что-то внутри машины. Сильва судорожно сглотнул, почувствовав укол беспокойства в груди. «Он что-то скрывает», — заметил Коста, уже засунув руку в кобуру. «Давайте откроем машину». Подойдя к ржавой двери, Сильва воспользовался проволокой, чтобы отпереть автомобиль. Пес, продолжая лаять, казалось, хотел помешать любому приближению, но не двинулся с места, а просто наблюдал. Когда дверь, наконец, с резким скрипом отворилась, изнутри повеяло пронизывающим холодом и затхлым запахом заброшенности. Сильва и Коста отступили на шаг, когда увидели, как что-то зашевелилось под грязными одеялами на заднем сиденье. Что бы там ни было, оно было маленьким, почти незаметным среди тряпья и грязи. «Сильва», — пробормотал Коста дрожащим от удивления голосом. Сильва, все еще дрожащими руками, откинул одеяло в сторону и остолбенел. Свернувшись калачиком и дрожа, там лежал младенец, которому было не больше нескольких месяцев, с побагровевшими от холода губами и полуоткрытыми глазами, как будто он изо всех сил старался оставаться в сознании. Это было чудо, что он все еще был жив. Ребенок. Коста запнулся, широко раскрыв глаза. Он немедленно вызвал по рации скорую. «У нас здесь ребенок! Она замерзает! Нам нужна помощь! И быстро!» Собака, которая до этого казалась агрессивной, перестала лаять и села рядом с машиной. Он не сводил с ребенка настороженных глаз, словно хотел убедиться, что с ребенком все в порядке. Сильва наклонился и коснулся холодного, как мрамор, лба ребенка. И почувствовал, как к горлу подступает отчаяние. «Как это случилось?» —
прошептал Сильва про себя. Его сердце бешено колотилось. Ощущение таинственности и срочности теперь окутывало всю сцену. Кто оставил ребенка? И почему собака, казалось, была так решительно настроена защищать его? Коста, глядя на животное, пробормотал, что собака, как он знал, защищала ребенка. Тишину улицы нарушил отдаленный звук сирены. Помощь была уже в пути, но вопросы только начинались. Что скрывалось за этой тайной? Расследование странного случая с младенцем, найденным в машине, началось немедленно. Как только ребенка доставили в больницу, полицейским Сильве и Косте было поручено обыскать салон старого Форда в поисках любых улик, которые могли бы пролить свет на то, кто оставил ребенка. В воздухе ощутимо повисло напряжение. Пес, который до этого был взволнован, теперь казался спокойным и внимательно следил за каждым движением полицейского. «Давайте посмотрим, что еще мы можем здесь найти», сказал Сильва, осторожно открывая отделение для перчаток. Он ожидал найти только скопившийся мусор от старой машины, но то, что он нашел, было совсем другим. Там, среди разорванных бумаг и старых листовок, лежал маленький плюшевый мишка, грязный и с почти оторванным ухом. Сильва держал его, чувствуя, что это важно, как будто это символ утраченной привязанности. Рядом с плюшевым мишкой его внимание привлекла смятая фотография. Развернув его, он увидел изображение молодой женщины, задумчиво улыбающейся, с ребенком на руках. «Посмотри на это». Сильва показала фотографию Косту. «Интересно, кто она?» Коста, нахмурившись, взял фотографию и внимательно изучил ее. Она должно быть мать ребенка. Но зачем ей оставлять ребенка здесь, одного? Сомнения одолевали Косту. Двое мужчин вышли из машины. Холодный ночной ветер принес с собой тревожную тишину. Соседи, разбуженные шумом, с любопытством наблюдали издалека, но, казалось, никто не узнал ребенка, собаку или даже предметы, найденные в машине. «Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы быть связан с этим?» Сильва спросил местного жителя, наблюдавшего за происходящим из своего окна. Мужчина покачал головой, не зная, что ответить. Ощущение тайны усиливалось. Казалось, что каждый ответ порождал новые вопросы. Кто эта женщина на фотографии? И почему этот ребенок, такой хрупкий и беззащитный, был оставлен на милость холода? Шли часы, и история уже полыхала по городу, как лесной пожар. Все говорили о ребенке, найденном в машине миссис Оливейры, которого охраняла таинственная собака. Звук сирен все еще разносился по улицам, но теперь его заглушал гул разговоров местных жителей. Всем было интересно, где родители этого ребенка. Почему никто не предъявил право на ребенка? В глубине души и Сильва, и Коста понимали, что расследование только началось. Плюшевый мишка и потрепанная фотография были всего лишь фрагментами гораздо большей головоломки, историей, окутанной тайной, которая все еще ждала своего разгадывания. На следующее утро город проснулся в смятении, и все говорили о таинственном ребенке, найденном в брошенной машине. Это дело продолжало попадать в заголовки газет и уже привлекало внимание местных СМИ. Тем временем в полицейском управлении Сильва и Коста тщательно изучали те немногие улики, которые у них были. Плюшевый мишка, потрепанная фотография и оглушительное молчание следствия, оставшегося без ответа. Как будто ребенка до сих пор не существовало, разочарованно сказал Коста, еще раз взглянув на фотографию женщины. Никто не знает, кто она. Никаких заявлений о пропаже ребенка или взрослого никогда не поступало. «Должно же быть что-то такое», — ответил Сильва, не сводя глаз с плюшевого мишки на столе. «Никто просто так не исчезает бесследно». «А эта собака, почему она там оказалась? Что он знает?» Вопрос повис в воздухе, как тяжелое облако. Пес, всегда присутствующий, всегда наблюдательный, казался ключевым игроком в этой загадке. Но кто мог бы разгадать, что собака знает или пытается защитить? Тем временем история жила своей собственной жизнью. В больнице медсестры шептались в коридорах о ребенке, найденном в машине. Некоторые говорили, что его кто-то оставил там в отчаянии,
Другие думали, что за этим кроется что-то гораздо более темное, но все они сходились в одном. Ребенок был вне опасности, благодаря собаке, которая, похоже, взяла на себя роль опекуна. Вернувшись в полицейский участок, Сильва и Коста продолжили расспрашивать соседей, но, похоже, никто не знал женщину на фотографии или какие-либо важные подробности. Она была похожа на привидение. «Возможно, она не здешняя», — предположил Коста, когда они шли по тротуару по соседству. «Возможно, она приехала из другого города в поисках помощи и не нашла того, что ей было нужно». «Или еще хуже», — добавил Сильва с мрачным выражением лица. «Возможно, она убежала от чего-то или от кого-то». По мере того, как двое полицейских продолжали расследование, присутствие собаки становилось все более интригующим. Животное не выходило из машины даже после того, как ребенка вынесли. Казалось, он чего-то или кого-то ждал. «Знаете, что странно?» – прокомментировал Коста, когда они снова проезжали мимо места происшествия. «Этот пес не ведет себя немотивированно агрессивно. Он защищал ребенка, но теперь, когда мы его забрали, он притих, как будто ждет». «Кого он ждет?» – спросил Сильва, скорее для себя, чем для того, чтобы оценить стоимость. Они решили поехать в больницу, где за малышом ухаживали. Может быть, собака каким-то образом сможет помочь в расследовании. Когда они добрались туда, старшая медсестра поприветствовала их кивком и отвела в детскую. Малыш мирно спал, завернувшись в теплое и безопасное одеяло. «Он крепкий, учитывая, в каком состоянии его нашли», — тихо прокомментировала медсестра, наблюдая за спящим ребенком. «Но что-то здесь не так. Кто бы оставил ребенка в таком состоянии? В холоде? Под охраной собаки?» Сильва и Коста обменялись взглядами. Вопрос остался без ответа. Единственное, что было ясно, это то, что тайна была далека от разгадки. Чем дальше они продвигались, тем больше натыкались на неразгаданную загадку, пазл, кусочки которого все еще были скрыты в тени. «Нам нужно выяснить, кто эта женщина на фотографии», — решительно заявил Сильва, «и выяснить, почему там была собака, защищавшая ребенка так, словно от этого зависела его жизнь». Следующие несколько дней должны были стать решающими, поскольку поиск ответов только начал раскрывать более глубокие слои тайны, окружающие ребенка, женщину на фотографии и верного пса, который, казалось, каким-то образом знал правду, которую все искали. По мере продвижения расследования ощущение таинственности усиливалось. Проходили дни, а никаких достоверных сведений о женщине на фотографии или о происхождении ребенка не поступало. Собака, которую временно приютила миссис Оливейра, оставался беспокойным, постоянно поглядывая в сторону больницы, как будто чувствовал, что ему еще предстоит сыграть свою роль. В полицейском участке Сильва и Коста чувствовали себя не в своей тарелке. Средства массовой информации выдвигали самые причудливые теории, от похищения до отказа от несовершеннолетнего, но эти двое знали, что правда гораздо сложнее. Молчание по этому делу только подогревало любопытство, а отсутствие ответов усугубляло всеобщее разочарование. В то утро, после ночи, полный тревожных снов о ребенке и собаке, Сильва решил пойти еще дальше. Он взял потрепанную фотографию женщины и решил посетить несколько мест, где раньше находились убежища для людей, находящихся в уязвимом положении, дома поддержки, церкви и центры социальной помощи. Кто-то где-то должен был узнать эту женщину. «Я собираюсь пройтись по этим местам», — сказал Сильва Косте, выходя из полицейского участка с фотографией в руке. «Кто-то должен знать, кто она такая. Мы не исчезаем бесследно». Пока Сильва занимался поисками, Коста вернулся в больницу. Что-то его беспокоило во всем этом сценарии. Ребенок был вне физической опасности, но никто не знал, откуда он взялся, кто его родители и почему его оставили в машине в таких условиях. Приехав в больницу, Коста сразу направился в палату к малышу. Там он обнаружил миссис Оливейру, сидящую в кресле рядом с кроватью и поглаживающую собаку, которая была рядом с ней, как будто она была частью их маленькой семьи. «Он не хочет отходить от ребенка. Вы знаете?» — сказала миссис Оливейра тихим голосом,
но полным любопытства. Он как будто ждет, что что-то произойдет или кто-то вернется. Комментарий Оливейры навел Косту на мысль, что собака была не просто опекуном. Казалось, она знала больше, как будто ждала воссоединения с чем-то или кем-то. Один. «Как ты думаешь, что ищет собака?» — спросил Коста, наклоняясь, чтобы погладить ее. Животное посмотрело на него в ответ, словно пытаясь передать сообщение, которое люди не могли понять. Оливер вздохнул. «Я не знаю, коп, но у меня такое чувство, что он знает больше, чем мы. Может быть, о ребенке. Может быть, они часть чего-то большего, чего мы пока не видим». Тем временем Сильва на другом конце города зашел в небольшую церковь, которая служила временным приютом для бездомных. Священник встретил его приветливо, но с усталым выражением лица. Сильва показал ему фотографию и объяснил ситуацию. «Я бы хотел помочь, офицер», — сказал священник, внимательно рассматривая фотографию. «Но я не узнаю эту женщину. Многие люди проходят через это место в трудных ситуациях, пытаясь начать все сначала. Но эту женщину я не помню». Сильва поблагодарил его и ушел, чувствуя тяжесть расследования на своих плечах. Когда он возвращался к своей машине, произошло нечто неожиданное. Зазвонил его мобильный телефон, и на другом конце провода раздался напряженный голос Косты. «Сильва, нам нужно поговорить». Пес, он только что пытался сбежать из больницы, как будто хотел нам что-то показать. Сильва остановился посреди улицы, его сердце забилось быстрее. «Вы хотите сказать, что пес хочет нас куда-то отвезти?» «Да, похоже на то», — ответил Коста со смесью удивления и настойчивости. Миссис Оливейра пошла за ним, и он куда-то ее ведет. Я думаю, он знает, куда направляется. Не теряя времени, Сильва сел в машину и со всей возможной скоростью поехал в сторону больницы. Когда он подъехал, то увидел, что миссис Оливейра уже следует за собакой по узкой пустынной улице. Она помахала Сильве, приглашая его следовать за ней. «Собака, она ведет нас. У него есть цель», — сказала она, тяжело дыша. Сильва посмотрел на Косту, который просто кивнул, не сводя глаз с животного, стоявшего перед ним. Не колеблясь, они последовали за собакой по извилистым улочкам города, тайна которого стала еще более очевидной, чем когда-либо. Куда он их вел? Пес бежал по темным улицам прямо перед собой, как будто точно знал, куда идет. Сильва, Коста и миссис Оливейра последовали за ним. Их сердца бешено колотились, ночной холод проникал под их пальто, пока они пробирались через все более запущенные кварталы. Пес, не колеблясь, помчался по переулкам, с каждым шагом становясь все настойчивее и решительнее. «Куда он нас ведет?» — пробормотал Коста, уже запыхавшийся, но не собиравшийся останавливаться. Сильва, всегда внимательный, почувствовал, что они близки к чему-то важному. «Я не знаю». «Но он знает», — ответил он, не отрывая взгляда от собаки. Наконец, животное остановилось перед заброшенным зданием, стены которого были покрыты граффити, а окна разбиты. Это место, казалось, было забыто временем, что свидетельствовало о его заброшенности. Пес оглянулся, чтобы убедиться, что они следуют за ним, а затем прошел через приоткрытую дверь и исчез в темноте. «Это выглядит не очень хорошо», — пробормотала миссис Оливейра, держась за руку Сильвы для равновесия. Сильва жестом пригласил Косту осторожно следовать за ним, и они вдвоем двинулись вперед с зажженными фонариками, освещая мрачный интерьер здания. В воздухе стоял сильный запах сырости и плесени, а звук шагов эхом разносился по пустым коридорам. Но пес, теперь уже безмолвный, продолжал вести их вверх по истертым ступеням, которые, казалось, были на последнем этаже. Когда они добрались до последнего коридора, пес остановился перед запертой дверью. Он посмотрел на них, слегка зарычал, а затем тихо залаял, словно умоляя их открыть дверь. «Здесь кто-то есть?» — прошептал Сильва, чувствуя, как по спине у него пробежали мурашки. Коста вытащил пистолет и, быстро взмахнув рукой, пнул дверь, которая открылась с мучительным скрипом. По ту сторону их ожидала душераздирающая сцена. Там на старом грязном матрасе лежала молодая, худая, бледная женщина. Ее глаза были прищурены, как будто она была на грани обморока.
Рядом с ней были свалены в кучу пустая бутылка из-под воды и какая-то одежда. Она слегка кашлянула, пытаясь подняться, но была слишком слаба. И тут, в усталых чертах ее лица, Сильва сразу узнал женщину с потрепанной фотографией, которую они нашли в машине. «Это она», — сказал Коста тихим, потрясенным голосом. Женщина, осознав присутствие полицейского и миссис Оливейры, с трудом открыла глаза, ее потрескавшиеся губы пробормотали что-то почти неразборчивое. Собака подбежала к ней и прижалась к ее ноге, словно радуясь, что наконец нашла ее. «Вы оставили ребенка в машине, не так ли?» — спросила Сильва, осторожно приближаясь. Женщина, Клара, слегка кивнула, по ее бледному лицу текли слезы. «У меня не было выбора», — прошептала она прерывающимся голосом. «Я была больна. Я не хотела, чтобы он страдал. Я оставила его там, чтобы кто-нибудь смог найти его и позаботиться о нем». Госпожа Оливейра со слезящимися глазами подошла и опустилась на колени рядом с импровизированной кроватью. «Теперь все в порядке. Ваш малыш в безопасности. Он в больнице. С ним все в порядке», — сказала она, пытаясь успокоить ее. Клара всхлипнула, на ее лице отразилось облегчение, но слабость не позволила ей сказать больше ни слова. Собака, которую Клара назвала Ниной, лизнула ей руки, словно пытаясь утешить. Сильва повернулась к Косту. «Нам нужна скорая. Срочно. Она очень слаба». Коста уже вызвал по рации помощь. Пока они ждали, миссис Оливейра держала Клару за руку, обещая, что с ней и ребенком все будет в порядке. «Ты не одна», — прошептала она. «Мы позаботимся о тебе и твоем ребенке, Клара». Ее глаза отяжелели от усталости, и она слегка улыбнулась. «Спасибо. Я не знал, что делать. Я не думал, что кому-то будет до этого дела». Сильва, наблюдавший за этой сценой, почувствовал, как что-то внутри него изменилось. Гнев, который он, возможно, испытывал к Кларе за то, что она бросила ребенка, теперь уступил место пониманию. Она не была преступницей. Она была отчаявшейся матерью, одинокой и больной, пытавшейся защитить своего ребенка единственным доступным ей способом. Машина скорой помощи прибыла быстро, и Клару доставили в больницу, где она должна была начать процесс выздоровления. Сильва и Коста проводили ее до выхода, где миссис Оливейра и ее собака Нина остались рядом с ней, как будто они были одной семьей. Несколько недель спустя, когда Клара окрепла и ребенок был в безопасности, произошло нечто неожиданное. Клара и ее сын переехали жить к миссис Оливейра, которая, движимая материнским инстинктом и необъяснимой связью с собакой и ребенком, предложила им новый дом. Так образовалась новая семья. Клара, ее малыш, и Нина, верная собака, которая всегда их защищала. Тайна, которая началась холодной ночью с настойчивого лая и брошенной машины, теперь закончилась надеждой и единением. Несмотря на то, что дорога была трудной и полной поворотов, жизнь, наконец, дала Кларе и ее малышу второй шанс. Вместе они начали новую главу, руководствуясь любовью, мужеством и нерушимыми узами, которые их объединяли.